Уже по хорошей традиции московские ЗАГСы, управление ЗАГС подводят итоги уходящего года, и мы рассказываем представителям средств массовой информации нашу официальную статистику в части актов гражданского состояния, которая была произведена в 2011 году. В целом, в 2011 году было выдано московскими ЗАГСами 406 042, будем говорить так, гербовых документа по основным актам гражданского состояния. Я напомню, если здесь у нас молодежь присутствует, что московские ЗАГСы занимаются регистрацией рождения, регистрацией брака, вопросами регистрации расторжения брака, государственная регистрация смерти, усыновления, перемены имени, установление отцовства. Это основные виды нашей деятельности, в рамках которых москвичи и гости столицы посещают и обращаются в наши учреждения. Более 600 000 документов было произведено в части юридически значимых иных действий, которые связаны с работой московских архивов, с выдачей повторных документов, с внесением различных видов изменений, исправлений, которые необходимы нашим заявителям. И в целом, как мы говорим, наши московские учреждения в 2011 году посетило более 3 миллионов москвичей и гостей столицы, это включая гостей, которые принимают участие в сопровождении и в разделении той радости, которая связана с регистрацией брака наших молодожен. Конечно, основным актом, который волнует и интересен для вас прежде всего, являются вопросы, связанные с государственной регистрацией рождения детей. И в 2011 году московские ЗАГСы выдали 125 058 актовых документов по регистрации рождения малышей. Это на 1420 больше, чем в 2010 году. При этом хочу обратить внимание, что мальчиков родилось традиционно больше, 64 000, и в отношении девочек было выдано 60 500 гербовых документов о рождении. В общем-то, это традиционная тенденция, что мальчишек всегда рождается чуть побольше, но мы знаем, что на протяжении жизни где-то происходят другие изменения, когда женская половина начинает по официальной статистике лидировать. 37 328 детей родилось в семьях, где оба родителя относятся к категории молодой семьи, то есть это родители в возрасте до 30 лет. 78,6% рождений зарегистрировано в семьях, где родители состоят в официальном браке. И хочу обратить ваше внимание, что это очень высокий процент, это очень хорошая положительная динамика, потому что мы помним еще годы 2000-е, когда меньше 50% детей рождалось в Москве и выдавались документы в отношении супружеских пар, которые официально состояли в браке. 12,2% детей, в отношении 12,2% детей было произведено установление отцовства, и 8,7% детей родились, как мы говорим, или были выданы документы родителям, где мама является у нас одинокой мамой. 9,6% рождений зарегистрированных в семьях, где один из родителей или оба родителя являются иностранцами. В 2011 году в Москве было выдано 1720 документов, выдача документов осуществлялась в рамках рождения двойняшек, и 31 документ – это документы, которые были выданы родителям тройняшек.
Причем количество двойняшек по сравнению с 2010 годом увеличилось на 63 человека, а вот тройняшек в Москве в 2011 году было меньше, на 38. Если говорить о возрасте родителей, то в возрасте до 30 лет родителями стали 47,4% мужчин и 65% женщин. После 30 лет 52,5% мужчин стали папами и 35% женщин. Хочу обратить ваше внимание на статистику, которая связана с рождением детей у несовершеннолетних мам. Таких в Москве в 2011 году было 485 мам, на 25 меньше, чем в 2010 году. У них родилось 491 ребеночек, и в отношении рожденных детей были выданы, соответственно, документы. Причем 249 детей при регистрации рождения были подтверждены и внесены изменения об установлении отцовства, и 242 ребенка родились у несовершеннолетних мам, которые относятся к категории матерей-одиночек. Конечно, всем традиционно любопытно, какими наиболее популярными именами называли родители наших малышей в городе. Среди женских имен произошла смена лидера, и первое место в 2011 году занимает имя Соня. Причем это как бы в десятке, вот в топ-десятке находятся две формы имени Сони. Это София и Софья. Дальше, естественно, по убыванию, да, будем говорить, второе по популярности осталось у нас имя Мария, Анастасия, Анна, Дарья, Елизавета, Полина, Виктория, Екатерина и Варвара. Вот десятка наиболее популярных и часто используемых имен, которые были присвоены родителями в наших московских ЗАГСах. Среди мальчиков перемен по популярности не произошло. И уже 10-й год первое место занимает имя Александр. Он сохранил свои позиции. На второй позиции Артем, далее Максим, Иван, Дмитрий, Даниил, Михаил, Кирилл, Никита и Андрей. Скажу откровенно, что в 2011 году наши родители нас не удивили необычными именами. И это такие имена в 2011 году в Москве не применялись, не использовались, и фактов таких не было зарегистрировано. Однако, именно для вас мы все-таки посмотрели нашу статистику и увидели, что в 2011 году чаще стали использоваться древнеславянские и имена скандинавского происхождения. И, например, среди женских имен появились имена Любомира, Радомира, Милолика. Это те имена, которые использовались в древности на Руси, и те имена, которые являются популярными у наших скандинавских коллег, будем говорить. Среди мальчиков Будимир, Бранимир, Лучезар. Кстати, имя Лучезар использовалось и в предыдущие годы, и все-таки вот является таким популярным среди московских родителей. Светлояр. Вот как бы необычные, редкие, старорусские, скандинавские имена, которые в 2011 году назывались наши малыши. Кстати, с 2000 года в Москве количество актов о рождении, вот посмотрели специально статистику, выросло на 70,9%. То есть стабильно с 2000 года происходит рост рождений наших малышей, и московские ЗАГСы выдают тем самым большее количество гербовых документов о рождении. То, что касается вопросов регистрации брака.
Здесь тоже очень хорошая положительная тенденция, потому что в 2011 году московские ЗАГСы и дворцы бракосочетания зарегистрировали 97 900 браков. Это на 6760 браков больше, чем в 2010 году. И хочу обратить ваше внимание, потому что иногда мы читаем сами прессу и видим, ну, я бы так сказала, не всегда достоверную информацию о стабильности наших браков и вообще о том, кто же все-таки вступает в брак. Значит, наша официальная статистика говорит о том, что 68,8% мужчин и 71,8% женщин вступили в брак впервые. Это, естественно, наша официальная статистика 2011 года. И по сравнению даже со статистикой 2000 года, вот процент пар, которые регистрируют свой брак и вступают в брак в процентном отношении в первый раз, оно возрастает. Кто же по возрасту были наши новобрачные, будем так говорить? Большинство московских молодоженов образовали семью в возрасте от 25 до 34 лет. Это 52,5% мужчин и 48,8% женщин этой возрастной группы вступили в брак. Вторым по популярности возрастом для мужчин является возраст от 35 лет и старше. 28,8% мужчин вступили в брак в этой возрастной группе. И для женщин это от 18 лет до 24 лет. 31,4% наших невест, наших девушек в этой возрастной группе вступили в брак. В возрасте 16-17 лет в Москве заключили брак 179 подростков, это 25 мужчин и 154 девушки, женщины. И по сравнению с 2010 годом это количество браков чуть-чуть уменьшилось на 14 пар. 11% актов о заключении брака составлено в отношении пар, где оба супруга или один из супругов являются иностранцами. Всего в Москве в 2011 году заключили брак граждане 114 государств, не включая граждан России. И среди стран дальнего зарубежья большее количество браков было заключено с участием граждан Турции, Германии, Израиля, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Италии, Афганистана, Сирии, Египта и Франции. Среди бывших советских республик лидерами стали граждане Украины, Молдовы, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Грузии и Казахстана. В целом, с 2000 года количество актов о заключении брака, вот наша, опять же, статистика по Москве, увеличение произошло на 43,8%.